Иерусалим. Город, где история измеряется не веками, а культурными слоями. Здесь каждый камень перестраивался не один раз. Но среди шумных улиц мусульманского квартала, всего в нескольких метрах от Виа-Долороза, скрывается место, которое стало редким исключением из этого правила. Базилика Святой Анны. Стоит переступить ее порог, и шум старого города словно остается за стенами. Его сменяют прохлада древнего камня и необычная тишина. Перед нами один из самых хорошо сохранившихся храмов эпохи крестоносцев. Каким-то невероятным чудом это здание пережило столетия разрушений, войн, землетрясений, дойдя до нас практически в своем первозданном виде. Как собору удалось уцелеть? И какие тайны скрывают его суровые стены? Сегодня мы пройдем по его залам и спустимся в подземелье, чтобы разгадать эту загадку. Давайте зайдем в церковь. Интерьер базилики Святой Анны способен вызвать легкий шок у тех, кто привык видеть пышное убранство барочных католических соборов или золото православных храмов. Здесь нет фресок, мозаик, никаких позолоченных статуй или сложных орнаментов. Только чистый, обнаженный серый камень. Но в этой простоте кроется невероятная эстетика. Храм разделен на три нефа массивными крестообразными столбами. Если обратить внимание на своды, то они уже не чисто полукруглые романские. В них начинает угадываться будущее готическая архитектура Европы. Базилика известна своей необыкновенной акустикой. Из-за идеальных пропорций каменных сводов, отсутствия штукатурки и гладкости стен, эхо здесь длится невероятно долго. Любой звук, изданный под этими сводами, подхватывается пространством, усиливается и приобретает глубокий, поистине космический объем. Однако, как бы ни был прекрасен верхний зал, главная сакральная точка базилики находится глубоко под ее основанием. Узкая лестница ведет вниз, в полумрак. Спускаясь по ступеням, мы словно перелистываем страницы времени на 2000 лет назад. Мы оказываемся в подземной крипте, прохладной пещере, которая когда-то была частью жилого дома. Согласно древнему христианскому преданию, именно на этом самом месте жили праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии. Все было бы хорошо, но праведные люди не имели детей, и это их очень огорчало. По преданию, после очередного посещения храма Иоаким покинул Иерусалим и отправился в пустыню для того, чтобы предаться молитве. Ему явился ангел, который возвестил о том, что у них родится дева, от которой произойдет Сын Божий. Анна тоже молилась дома. Ей явился тот же ангел и возвестил радостную весть о скором рождении ребенка. Через положенное время появилась на свет девочка, которую назвали Марией. Согласно преданию, родители дали обет посвятить ее жизнь Богу. Именно этот трогательный момент их последующей жизни запечатлен в изящной белой скульптуре. Мы видим святую Анну, которая с бесконечной материнской нежностью обучает юную Марию, показывая ей свиток священного писания. Она словно готовит маленькую девочку к той великой и трудной миссии, ради которой Мария появилась на свет. Спустя время, исполняя свой обет,
родители приведут Марию по тем же улицам в Иерусалимский храм. Для миллионов верующих именно это место связано с одним из самых важных событий христианской истории – рождением Девы Марии, будущей Богородицы. Базилика Святой Анны – это удивительный памятник Иерусалима, храм, который выстоял вопреки всему. Место, где под высокими сводами звучат молитвы, а под землей, в небольшой крипте, христианская традиция связывает рождение Девы Марии.